Кудрявый парнишка, голубоглазый, улыбка, щербинка между передними зубами, говорит: серьезно, я буду играть майора Грома? Я говорю: да. А он говорит: а мне надо постричься? Я говорю: да. И Тихон заплакал. Но когда Тихон первый раз зашел к нам в гримерку, немножко мы чуть-чуть ахнули, потому что зашел такой вот ангелочек белокурый с абсолютно бледным лицом, с белыми кудрями длинными, а у нас персонаж намного брутальнее выглядит. Ну, мерили, рисовали, пробовали. Мы постригли Тихона, мы выпрямляли Тихона, мы заменили ему лицо, мы сделали ему 4 пластических операции, просто потому что этого требовал комикс, потому что на картинке было так. Если надо было бы составить топ-10 предметов гардероба, которые появляются на экране в этом фильме, то куртка это заняла бы чуть ли не первое место. Хотелось найти какую-то куртку, которая, с одной стороны, не была бы чересчур эксцентричной или необычной, для того, чтобы смотреться при этом гармонично на фоне современного Питера, а с другой стороны, не была бы каким-то избитым элементом, который мы увидели бы уже миллион раз на всех. Железный человек может потерять свой костюм. Игорь никогда не расстается с кепочкой, потому что она святая. И мы даже сделали резиночки, чтобы она не падала во время трюков. Юля — это, наверное, наш самый сложный персонаж, потому что она прошла через очень большое количество трансформаций за много лет своего существования. История с прототипом из комикса, она, конечно, вызывала много вопросов, потому что в комиксе это чрезвычайно сексуальный образ, сверхженственный. Подход, на котором мы в какой-то момент остановились, заключался в том, что единого образа у нее нет, она скорее человек-хамелеон. Люба поначалу не хотела, она даже отказывалась краситься в такой цвет, потому что все-таки актриса, ей много еще где играть. Но после наших съемок она просто взяла и покрасила в такой цвет. И немножко было обидно, потому что нам бы это упростило задачу. Но она влюбилась в этот цвет волос. Дима – замечательный персонаж, он такой нежный мальчик. У него на самом деле очень интересный путь эволюции от персонажа, который не может самостоятельно делать ничего и который очень правильный, до персонажа, который наконец-то получает какую-то свободу действия и может действовать самостоятельно. Из Дубина надо было сделать такого молодого человека, глядя на которого у тебя не возникнет сомнений, что ему можно доверять. В одной из сцен, когда он приходит и приносит шаверму Игорю Грому, на нем рубашка. Казалось бы, очень простая, но, честно говоря, я потратил очень много лет жизни на поиски именно такой рубашки. С Сашей Стекиным по покраске волос, конечно, немножко получилось сложнее, чем со всеми остальными, потому что пришлось полностью осветлять волосы, и это очень подлый цвет в солнце, когда они плыли на этом катере, и он просто был желтого цвета. Но ничего, мы исправили. Если Гром — это что-то такое грубоватое, жесткое и простое, то Разумовский — это нечто утонченное, изящное и красивое. И в фильме, мне кажется, очень хорошо получилось показать вот эту разницу между ними. Хотелось какого-то чуть-чуть классического элемента мужского гардероба, и самым созвучным при этом таким элементом мне казался силуэт, который сейчас при этом вновь стал очень актуален. Это силуэт 80-х Джорджо Армани, когда высокая талия, широкие брючины, объемный верх, но при этом подчеркнутая талия. И мы сочетали это при этом с избитыми, убитыми кроссовками Asics, которые говорят о том, что с одной стороны человек эстет, с другой стороны он привязан к каким-то вещам, и он не хочет с ними расставаться, они для него комфортны, и при этом у него хороший вкус. Первого, которого мы получили артиста, это был Сережа Горошко, и из него нужно было сделать рыжеволосого. Цвет мы подбирали в несколько этапов, чтобы он соответствовал картинке. Горошко был, конечно, к этому не готов, но получилось очень круто. Я надеюсь, что, может быть, даже если где-то зритель не согласится с какими-то нашими решениями, они как минимум покажутся ему интересными. И как минимум это будет чем-то, чего они не ожидали. Хочется удивлять. Это дикое испытание, это супер челлендж сделать кино, которое уже существует. И существует в миллионах экземпляров внутри сознания каждого читателя комиксов. Это испытание, но я думаю, что это будет еще и большое количество открытий для каждого из тех, кто ждет эту картину.